Всем привет! В этом видеоблоге я немного расскажу о том, что у нас будет в ближайшее время, ну и, собственно, немного расскажу, как дела. В общем, прилетели мы после мейджора не так давно. Некоторые ребята смогли взять билеты заранее перебронировать, потому как не хотелось находиться на турнире, с которого ты вылетел, и смотреть за матчами в лайв-режиме. Ну, мы смотрели, конечно же, но в онлайн-трансляциях. И некоторые ребята в итоге полетели домой пораньше, чем планировалось. У некоторых игроков, к сожалению, не получилось перебронировать билеты, там авиакомпания поставила чуть-чуть. И они прилетели домой только 1-2 числа. В общем, у нас сейчас был такой, не то чтобы отдых, но мини такой ресет, скажем так, мы перестраивались после Америки, после джетлага, входили, скажем так, в нормальный ритм. И уже сегодня начинаем тренироваться, но, к сожалению, пока что без Кирилла, потому как он по личным обстоятельствам не может играть эту неделю, и мы эту неделю будем играть и тренироваться со мной в качестве игрока, и также одну официалку придется сыграть, собственно, мне. Это будет матч в четверг против LDLC, первый матч на ESL Pro League. Собственно, по той же причине, что и Кирилла не было, и у Стика были экзамены, мы, к сожалению, пропустили квалификацию на Extreme Masters Katowice. Очень жаль, что даты квалификации к турниру, который будет проходить аж в марте, поставили на то время, когда команда только прилетает с мажора. Это немножко, мне кажется, было неудобно. Ну что поделать? В общем, мы сейчас тренируемся, фокусируемся на ESL Pro League. После мейджора мы сделали много выводов и кое-какие вещи будем улучшать, дополнять в плане нашей подготовки. Все в нормальном положении духа, что мне очень понравилось. Бывает такое, что команды проигрывают или выступают не очень на каком-то турнире, и сразу же появляются мысли, потихоньку команда, не то чтобы распадается, но появляются такие моменты, которые могут после создать негативную обстановку. У нас такого нет. Мы, мне кажется, получили правильный и хороший опыт. Все-таки этот мейджор-турнир был первым турниром такого масштаба для Dead Fox, для Zero и Стика. И таким молодым игрокам, я думаю, этот опыт очень полезен. И мне кажется, что мы сделали правильные выводы и будем работать над собой и улучшать свою игру. Из ближайших турниров, я думаю, что LAN будет не раньше, чем в каком-нибудь апреле. Если там анонсируют, по слухам, может какой-нибудь эпицентр будет, я не знаю, может быть какой-нибудь StarLadder. Было бы очень круто. Ну и снова, конечно же, ESL Pro League для нас. Мы будем стараться на ней зарабатывать очки с каждого матча. И я очень надеюсь, что на этой неделе, скажем так, нам удастся хорошо сыграть против LDLC. Конечно, из списка всех команд соперник не такой грозный, учитывая, что они забрали одного игрока, и сейчас у них вернулся маньяк. Но и мы, как вы знаете, в, так сказать, ослабленном составе, то есть со мной, но я подтягиваю свой скиллочек, каждый день играю, и надеюсь, что отсутствие Кирилла в этом матче не будет настолько ключевым, чтобы мы прям его провалили. Будем очень стараться, и надеюсь, что все будет хорошо. В общем, это все. Такой вышел коротенький блог, но, в принципе, новостей не так много. О том, что и как было на мажоре, я думал рассказать по каждому матчу, но, наверное, это будет долго, хотя можно в 2 словах. Первый матч против СК. Мы, в принципе, догадывались, что будем играть Мираж. Очень классно сыграли Мираж на праке за день до этого против хороших команд. Но в матче мы начали неплохо. Но даже в пистолетном раунде, когда мы стали 4-1, начали как-то немножечко индивидуально, что ли, нервничать. И так чуть не взял один клатч 1-4. И этот такой мелкий момент, он повлиял на нашу уверенность. Из-за чего мы начали отыгрывать менее уверенно, чем могли бы. И посмотрев далее демку, понимаю, что всего лишь там было 3-4 таких ситуации ключевых, в которых там буквально одна мелочь, и мы могли раунд взять. И игру перевернуть полностью. Но, опять же, это опыт, и я думаю, что мы, опять же, сделали правильные выводы. Мы после каждой игры много общаемся, стараемся извлекать максимум.
Игру с маузами на кэше, который мы были готовы играть, это одна из наших неплохих карт. К сожалению, мы проиграли. Но там, конечно, очень много и ребят из маузов перлись, и классно играл Ника, классно играл Крис Джей, залетало все, что могло залетать, а у нас вообще не залетало. И пару моментов, когда там в смог ключевого игрока прострелили в одном раунде, в другом раунде там не повезло по таймингу, и оп, и мы проиграли почти без шансов. Но, откровенно говоря, с нашим командным духом все было не так хорошо в первых двух матчах, и мы это исправили на последнем матче и играли намного лучше и более собрано против команды North на их сильной карте Мираж. Но, к сожалению, не получилось у нас в какие-то моменты подуспокоиться, когда это нужно было. Мы как бы на таком хайпе, на таком активном как бы режиме игры понабирали хорошее количество раундов, выигрывали размены, но в клатчах нам не хватало концентрации и спокойствия. И именно из-за этого спокойствия некоторые раунды мы поддавали. И, по сути, мы там 4 или 5 раундов чуть ли не подряд проиграли в клатчах там 2 в 3, 1 в 1 там, или важный очень раунд 4 в 2. Если бы эти клатчи мы не поддавали, то несомненно бы победили. И у меня было такое ощущение, что если мы эту игру выиграем, то мы выйдем из группы и получим легенду. А если проиграем, то, конечно же, нет. Капитан подсказывает, что если ты проигрываешь 3 карты, то ты вылетаешь. В общем, немного не хватило, но, опять же, это был хороший опыт для нас. И мне понравилось то, что команда после не очень удачной первой игры и не очень удачной второй изменилась и играла намного лучше, интересней и более живо третью карту. Хоть и проиграли, но есть вещи, которые, собственно, радуют. И я уверен, что у нашей команды все впереди. И даже не думайте о том, что мы будем делать какие-то замены. Будем тренироваться, работать над собой и улучшать свою игру. Ну вот и все. Спасибо тем, кто смотрел. Всем хорошего дня.